мы не будем, по крайней мере, предлагаем с вами не говорить сегодня не о тех моментах, которые, скажем, составляют проблемную зону в отношениях между странами, участвующими в Евразийском интеграционном проекте, с точки зрения прошлого, а попытаться поговорить о том, что может сделать интеллигенция, бизнес-сообщество, что могут сделать представители наших гуманитарных, социокультурных структур, для того, чтобы наше взаимное экономическое сближение развивалось нормально, поступательно, без сбоев. И какую роль в этом процессе должен играть общественный диалог? Первый тезис. Экономической интеграции необходимо добавить формат общественного диалога. Главная проблема, которая сейчас существует между Россией и Казахстаном, это проблема того, что интеграционный экономический проект, ему недостает общественной поддержки. Основные вопросы, которые решаются на уровне первых лиц, президентов страны Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева, вопросов не вызывают. Нурсултана Абишевича ждут в Москве, 8 числа состоится рабочий визит президента Казахстана в Москву. И мы глубоко уверены в том, что никаких проблем на переговорах между первыми лицами в этом случае не возникнет, как и не возникало раньше. Проблема возникает тогда, когда наши отношения спускаются на следующую ступеньку вниз, на уровень управленческой бюрократии. И это тоже понятно, потому что каждое министерство, ведомство, чиновник имеет свой определенный интерес. Уровень и плотность взаимодействия возрастает, естественно, возникает определенное трение. Они неизбежны. Но если эти трения возникают на фоне широкой общественной поддержки самой идеи экономической интеграции, то все эти вопросы решались бы путем простых межведомственных переговоров. Не выносились бы на первой странице прессы, не возбуждали бы ненужного ажиотажа ни в российском, ни в казахстанском обществе. Мы бы двигались бы тем же спокойным, уверенным, ясным путем, как продвигались 2, 3, 4 года назад. Отсюда общественная поддержка – это гарантия сохранения твердости и выдержанности того курса, который был намечен нашим лидером. Второй момент. Формат гуманитарного, социокультурного, информационного взаимодействия должен предполагать прямой диалог, прямой контакт между лидерами общественного мнения России и Казахстана. Этого контакта тоже не хватает. Третий момент, и, наверное, последний, не буду дальше эту мысль развивать. Нам необходимо институциональное оформление общественных наших инициатив по сближению представителей интеллигенции, интеллектуального сообщества. Есть, допустим, Валдайский форум в России, есть Астанинский экономический форум. Почему бы нам не задуматься над тем, чтобы создать, можно назвать его Алматинский форум или как угодно. Я думаю все-таки, что такая институция должна создаваться на территории Казахстана. Возможно, на территории Беларуси, в которой были объединены представители тех общественных кругов, тех общественных групп, которые выступают за развитие общественной поддержки Евразийского экономического интеграционного проекта. Здесь вопрос не в том, чтобы создать еще одну бюрократическую структуру, а вопрос в том, чтобы аккумулировать и консолидировать мнение, позиции, желания взаимного сближения тех сил, которые понимают, что в 21 веке, как совершенно справедливо сказал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, те страны, которые оказываются вне интеграционных треков, обречены на отставание, обречены на то, чтобы оказаться вне основных трендов, по которым развивается цивилизация. Мы сделали свой выбор. Теперь задача состоит в том, чтобы превратить этот выбор в реально действующий проект общества, а не проект, или точнее не только проект элит. Дело в том, что мы сегодня аналитику, скажем, разговоры о наших взаимоотношениях между странами отдали на откуп лжеэкспертам. Мы отдали их на откуп закомплексованным политикам. Мы отдали на откуп тем, кто считает, что он патриот своей страны. Я считаю, что патриотизм – это любовь к своему народу, а не ненависть к чужому. И мы сегодня отдали эти трибуны, отдали газеты и прочее, а умная часть общества молчит. И в этой связи такие разговоры, когда трибуны получают такие неадекватные, политиканствующие, конъюнктурные люди, они закладывают тревожные ожидания уже и среди народа, среди людей, которые имеют независящие от них свои исторические связи. Что мы сегодня знаем, допустим, о России? Коррупция высших чинов, воры в законе,
убийство гастарбайтера в Москве. Что знают россияне о Казахстане? Религиозный экстремизм, та же коррупция, падение самолета, самоубийство генерала. Все. И вот эти события сегодня олицетворяют наши страны. Но ведь есть другая жизнь, о которой надо говорить. По большому счету, я, общаясь со своими друзьями, бизнесменами, знаю, что они, допустим, и торгуют, и работают, вместе ведут строительство, невзирая ни на какие вот эти вот всякие разговоры. То есть люди сами уже работают, действуют, к сожалению, не доверяя сегодня во многом чинушам и чиновникам, которые сегодня выискивают какие-то для себя выгодные якобы модели. И в этой связи очень вы правильно поставили вопрос. Почему сегодня в лексиконе наших политиков, в лексиконе тех людей, которые сегодня определяют наши отношения, есть такие выражения, да, как тарифы, цена, рыночная конъюнктура, вот, экономические какие-то стандарты. А почему из лексикона ушли такие слова, как дружба, общая граница, общие экологические проблемы, семья, общая история, ГУЛАГ? Это все у нас было. Поэтому я думаю, что очень правильно мы сегодня берем направление, Алексей, да, вот именно интеллектуальную составляющую, духовную составляющую всех этих вещей. И в этой связи у нас тоже есть предложение. К сожалению, мы должны сегодня, наверное, разбудить то общество, которое сегодня у нас спит. Потому что, понимаете, поссориться – это вопрос дней, недель, часов. А ведь это уже в истории было у многих стран, на многих континентах. Потом поколения, вот, столетиями, тысячелетиями создавали вновь эти же отношения. То, что мы сегодня можем потерять. То, к чему сегодня стремится Европа, то, к чему сегодня стремится Америка, Африка. Мы это уже имеем. И мы это хотим сегодня вот, выбросить на свалку истории. Наши отношения. Да, там должен быть практицизм. Да, там должна быть, возможно, и поменьше романтизма, больше, так сказать, пользы взаимной. Но вместе с тем очень жаль терять то, что мы сегодня потеряли. Ну а по поводу наших дискуссионных площадок, по поводу сообщества, я думаю, что здесь первое. Это могли бы поручить своим партиям наши лидеры. То есть это могла быть частью партийной работы, установления этих отношений. Это огромное количество людей, умных, толковых, имеющих, значит, выход в свет, которых принимают в приличных домах. Они могут об этом говорить, это должна быть в партийной программе, раз. Второе. Почему сегодня не создать действительно такой же клуб, как вы сказали по поводу Валдая, но я предлагаю наш вариант, Бурабай. Вот. Хорошее, классное место, будет возможность там не только поговорить, но и отдохнуть. И в конце концов, ведь когда-то существовали такие организации, как Общество казахстанско-российской дружбы. Где эти общества? Где эти люди? Почему мы многие разговоры тревожные оставляем в домах, на кухнях? А на улице обнимаем друг дружку, вот, стучим по плечу, а домой уходим с другими разговорами. Я думаю, что Нурлан согласится. Он, на моей памяти, 2 или 3 раза непосредственно был вместе со мной участником учреждающихся российско-казахстанских экспертных форумов, экспертных клубов. И ни одна из этих структур, ни одна, подчеркиваю, за прошедшие 5-7 лет так и не заработала. А не заработала потому, что в большинстве своем это был плод бюрократической инициативы. Кому-то из чиновников, неважно, в Москве или в Астане, показалось интересным под свою инициативу предложить наверх создание такого, значит, такой экспертной ниши. Как только этот чиновник покидал свое место работы или менялись какие-то условия игры, это мертворожденное дитяти точно так же отставляло в сторону. Хотя, тоже, я думаю, Нурлан Ерембетов подтвердит, интерес к такого рода взаимодействию со стороны рядовых экспертов был всегда огромен. Так вот, вопрос в том, на мой взгляд, заключается, что эти структуры, о которых мы сейчас говорим, нужно строить не сверху вниз, а снизу вверх. Я понимаю, что всегда стоит вопрос о финансировании и о других вещах, связанных с какими-то формальными бюрократическими моментами. Но если мы сейчас опять будем дожидаться решения проблемы сверху, то мы рискуем оказаться в ситуации, когда на последний поезд уходящей электрички мы запрыгнуть просто-напросто не успеем. Поезд уйдет без нас. Поэтому у меня есть еще одно конкретное предложение. 22 по 24 мая в Астане состоится традиционный экономический форум. Почему бы нам не обратиться, нам, я имею в виду не только здесь сидящих в студии, я прекрасно знаю, что и за господином Ерембетовым
И за Московским государственным университетом стоят те люди, которые с большой любовью и надеждой взирают на укрепление российско-казахстанских отношений. Почему бы не предложить учредителям, организаторам этого форума провести панель, связанную с как раз обсуждением вопроса формы общественной поддержки бизнес-инициатив и социокультурных инициатив в рамках Евразийского интеграционного проекта, в которой бы приняли участие и министры, входящие в Евразийскую экономическую комиссию, евразийские комиссары, и представители Атамикена, и представители Торгово-промышленной палаты России, и ведущие эксперты двух стран. Можно говорить на экономическом форуме о банковских проектах. Великолепную панель в прошлом году организовал господин Греф. Можно говорить об успехах в казахстанской модернизации. Я думаю, много будет говорить о программе «Казахстан-2050». Но, может быть, все-таки получится, пусть небольшую, но все-таки провести панель, которая бы затрагивала те вопросы, о которых мы с вами говорим сегодня. Мы должны понять, что по большому счету, да, мы никому, в общем-то, и не нужны. Да, после развала Советского Союза мы мотались по Европам, по Америкам и так далее. Мы поняли, что мы должны быть вместе. Мир очень циничен сегодня. Мир очень такой страшный. Наконец-то мы должны это все понять, что мы уже хватит мотаться по всем этим континентам, пора уже обратить внимание на своего соседа. Я даже иногда говорю своим друзьям, политикам, что ну давайте хотя бы из чувства, так сказать, конъюнктуры посмотрим. Казахстан останется без воды через 20-25 лет, без пресной воды. Почему бы нам сегодня не разделить те проекты Лужкова, скажем, и так далее? Может быть, по крайней мере, обсудить. У нас будут общие проблемы в сфере экологии. У нас Каспий и прочее. То есть Урал, огромные те проблемы, которые сегодня, они завтра станут на повестке дня уже. Вопросы продовольственной программы, вопрос продовольственного обеспечения. Мир уже голодает, так пустыня наступает. Мы должны, в конце концов, давайте просто выживать, думать о наших внуках, которые не хотят, наверное, жить тоже в пустыне уже. Сегодня, я знаю из истории, нагнетание страха, поиск врага – это испытанный метод руководства. Имеется в виду советников, имеется в виду тех, кто сегодня думает, что это было уже в истории. Для того, чтобы объединить нацию, нужно определить врага. Возможно, и есть такие идеи, которые мы недооцениваем. То есть мы должны быть ставить еще выше. Они могут быть поданы, так сказать, людям, которые принимают решения под такими, скажем так, красивыми и классными лозунгами. И вот здесь мы не должны поддаваться. Потому что чем закончилось объединение нации на такой основе, в поисках врага, мы уже знаем. 1945 год, он был совсем недавно.